Спустя 453 дня Мхитарян снова забивает. И это абсолютно логично. После новогодних праздников Генрих вернулся с новой легкостью и спортивной агрессией. 21 января лучшему бомбардиру в истории сборной Армении исполнилось 37. 37 это даже в качестве температуры тела многовато, а как возраст, в котором армянский футболист продолжает играть на высочайшем уровне, просто вау. В этом видео поговорим о том, какое место Микки занимает в Интере и чего ждать в будущем. Правило «Вижу Генриха, ставлю лайк» никто не отменял, поэтому ставим лайки и приступим. В общем, Барикамнель, вы на канале в бутсах, меня зовут Гарик Акопян, ну а Генрих Мхитарян снова нам дает сигнал и повод о нем поговорить. Матч с Болоньей оставляем за скобками, он был сразу после армянского новогоднего застолья, ну а после этого матча прошло 6 игр у Интера, 5 из которых с участием Генриха, в одном случае он вышел на замену и аж 4-жды в старте. Рады ли мы тому, что у Генриха новый цикл молодости в 37 лет? Я думаю, что все, безусловно, рады. Удивлены ли? Я думаю, что далеко не все, и если и да, то не сильно. Вся карьера Мхитаряна, его трудовая этика, его поведение, то, как он себя подводил к этому возрасту, нам как минимум намекало о том, что в 37 он еще будет способен играть на самом высоком европейском уровне. Как минимум рассчитывать на это, я думаю, что мы могли. И в этом смысле не ошиблись. Конечно, сигналом к тому, чтобы это обсудить, стало не только то, что Генрих спустя 453 дня голевой засухи забил ворота Пизы в очень сложном матче, но при этом уже к этому моменту матч был выигран, это компенсированное время, Генрих забил 6-й мяч в ворота соперника. Конечно, дело не только в этом. Дело еще в том, что это была 93-я минута матча, где Генрих играл с первых минут, где он вышел в старте. И весь матч носился, пробежал больше всех, и на 93-й каким-то образом нашел в себе силы оказаться в чужой вратарской. Вот это, конечно, очень близко к чуду. Мы привыкли к тому, что итальянская пресса хвалит Мхитаряна, даже когда он проводит средние матчи, но в этом случае его даже больше ругали за ту передачу, которую он отдал на Зомера, действительно не самая очевидная передача, после которой вратарь допускает грубую ошибку и Интер пропускает. Но с этой формулировкой все равно согласиться не могу. Формулировка у них такая примерно: отдал передачу на Зомера, после чего Зомер ошибся, и за это как будто бы они хотят минус балл Мхитаряну. С этим я согласиться не могу, тем более, что главный тренер Киву сказал, что это он просит вратаря играть высоко, разыгрывать через вратаря, поэтому и ошибку Зомера он берет на себя. Так если Киву взял ошибку Зомера на себя, то ошибки Генриха, мне кажется, вообще там... Ну или ее либо вообще нет, либо ее исчезающе мало. А то, что Генрих забивает, ставит его на 5-е место в списке самых зрелых игроков, которые забивали за Интер. То есть выше него всего 4 человека, которые забивали в более зрелом возрасте. А с 5-го места он сместил Джузеппе Меацца. Это не вопрос вкуса или симпатии, это объективно поразительный результат. И действительно, в чемпионате Италии Генрих, даже когда не совершает результативных действий, очень полезен для команды. И особенно вот на том этапе, на котором сейчас Интер находится. В Лиге чемпионов, конечно, все сложнее. Намного меньше игрового времени получает Мхитарян. И сейчас видно, что на 2 фронта ему самому физически было бы сложно. Ну, в общем-то, от него сейчас этого и не требуют. Друзья, маленькое дополнение. Я записывался до матча с Боруссией. Теперь еще есть в активе матч в Лиге чемпионов, который Мхитарян начал в старте, отыграл 88 минут, 88% также это его точность передач на чужой половине поля. Один из лучших в этой игре, ну и главное, есть результативное действие. Он, благодаря своему дриблингу, заработал штрафной, с которого забил Ди Марко. После Инзаги у Интера, как выяснилось, есть жизнь. Причем не в формате перестройка и терпение, а сразу результат, движение и попытка эволюции. Команда по-прежнему на первом месте в серии А, в Лиге чемпионов обыгрывает тех, кто слабее, ну и проигрывает тем, кто сильнее. Ну и визуально выглядит живой. Но если отойти от таблицы и копнуть глубже, становится понятно, этот Интер уже не тот. Инзаги не любил позиционные атаки, не стремился к контролю ради контроля и почти не держался за позиции. Он выманивал соперника, ломал структуру, создавал искусственные переходные фазы и наказывал за малейшую потерю концентрации.
Это был футбол ритма, синхронности и тайминга. И, конечно, у этой модели были свои слабости, особенно против команд, которые защищались низко и играли на контратаках. Но Индзаги умел так выстраивать игру, что команда сталкивалась с этими проблемами реже, чем могла бы. Киеву же, наоборот, получив приблизительно тот же фундамент, он решил пойти другим путем. Не стал прятать недостатки, а попытался их исправить. Теперь они играют агрессивнее, прессинг выше и жестче, появился стабильный контрпрессинг, команда быстрее возвращает мяч, чаще и смелее захватывает пространство. В этом Интере больше структуры, больше позиционных атак и больше времени на чужой третье поле. Во многом это действительно добавляет стабильности на дистанции, но у любого футбольного решения есть своя цена. Чем дольше Интер держит мяч впереди, тем чаще он сталкивается с тем, что играть с развернутой обороной качественно он все еще умеет не особо хорошо. Молодых дриблеров как не было, так и нет, креатива один в один минимум, поэтому Киеву идет простым путем. Больше игроков в штрафной, больше навесов, больше давления количеством. Поэтому здесь особенно важна роль таких игроков, как Мхитарян. Потому что в команде, которая балансирует между структурой и хаосом, между риском и контролем, нужен человек, который чувствует игру, а не просто выполняет установку. Про Мхитаряна до сих пор удобно говорить языком эмоций. Мы, конечно, этим и занимаемся. Возраст, километры, 2 сердца. Но если отойти от клише и посмотреть на цифры, становится ясно. Его ценность давным-давно в другом. Он не самый топовый по креативу, не среди самых рискованных распасовщиков, не лидер по продвижению мяча. Зато он стабильно находится в верхнем слое по надежности, по точности передач на всех дистанциях, по качеству решений под давлением и по умению не ломать структуру. И это ровно то, что нужно нынешнему Интеру. Они живут в состоянии постоянного поиска баланса. Им приходится играть агрессивнее, вертикальнее, чаще рисковать, прессинг выше, контрпрессинг жестче, и, как следствие, ошибка теперь стоит дороже. В такой модели просто бесценные игроки, которые не увеличивают хаос, а гасят его. Мхитарян именно такой. Он не форсирует, не тянет одеяло, не доказывает, что он еще может, хотя многое он еще может. Он просто выбирает правильное продолжение. Снова и снова. Это хорошо видно, даже если сравнивать с партнерами по команде. Когда Интер ротирует состав, на поле чаще появляется Зелинский. Более вертикальный, более смелый, готовый к длинным передачам и быстрым решениям. Он дает динамику, свежесть и объем. Мхитарян дает, кроме объема, еще и ритм. И это не одно и то же. Не случайно сам Гено так спокойно относится к тому, что играет меньше. Он сам говорит, для него ценность не в минутах, а в качестве присутствия. В 37 лет он понимает простую вещь. Команда важнее роли, а будущее важнее самолюбия. Это редкое качество, особенно для футболиста с такой карьерой. Да и вообще его интервью довольно многое объясняют. Он говорит не как ветеран, который доигрывает, а как человек, который все еще учится адаптироваться. Он принимает изменения Киеву, говорит о деталях, о вертикальности, о том, что все решают мелочи. Это язык игрока, который все еще находится внутри процесса, а не рядом или над ним. И это, пожалуй, главное. Мхитарян — это футболист, который не мешает молодым становиться лучше. Он не давит статусом, не закрывает кислород, не требует особого отношения. Он объясняет, подсказывает, направляет. И когда нужно, отходит в сторону. В команде, где много риска, много движения и еще больше неопределенности, такие игроки незаметны, но именно они удерживают эту конструкцию. Можно не ставить Генриха в топ-10, не считать его звездой, не делать из него символ эпохи, но пока Интер играет так, как играет, без него этот баланс был бы намного более хрупким. Думаю, сейчас тот этап, где было важно постараться отключить эмоции и на основе статистики и какого-то сухого расчета понять с прикладной точки зрения Генрих Мхитарян как футболист, насколько он сейчас полезен для своей команды и что он для нее вообще значит. Именно с точки зрения игры. Ну а для эмоций оставим другие выпуски. А что касается того, как к нему относятся партнеры, мне кажется, здесь достаточно посмотреть, как они празднуют забитый им мяч.
Здесь, конечно, очень большую роль играет и то, что Генрих столько времени провел в Интере, да, и его профессиональная этика, отношения в команде, то, как он вообще себя проявляет вне футбольного поля, конечно, во многом и гарантирует то место, на котором он сейчас находится. Но еще мне кажется, что здесь важно то, что в очень, наверное, правильный и подходящий для Мхитаряна момент ушел Инзаги и пришел Киву. Когда приходит молодой специалист, конечно же, для него очень желательно, чтобы игроки возрастные, опытные, могли его идеи передавать более молодым своим партнерам и быть транслятором идей тренера на футбольном поле. Вот эти все факторы, дисциплина, физические возможности, умственные возможности, рисунок игры, который благодаря нему поддерживается, я думаю, и делают возможным то, что в случае, если Киву останется еще на сезон, Генриха, скорее всего, тоже попросят остаться еще на 1 год, и это будет полезно для всех. С другой стороны, если представить, что Генрих уходит из Интера, представить, что он также может пригодиться команде уровня Интера и занять там такое же место в следующем сезоне, вот с этим, наверное, сложнее, в это верится с трудом, поэтому если и будет переход Мхитаряна куда-то из Интера дальше, то это, конечно, будет на 1 или 2 уровня ниже. Ну а пока есть возможность играть за Интер, я думаю, что все он делает правильно, оставаясь там. Кстати, презентация армянской версии книги Генриха пройдет в Двин Music Hall в Ереване 7 февраля, поэтому кто хочет и может, могут на ней присутствовать. История Генриха, наверное, одна из самых вдохновляющих в современном футболе, и поэтому, думаю, стоит ценить, что эта история, во-первых, продолжается, а во-вторых, что эта история наша с вами. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Скоро следующее видео. Болейте за своих и оставайтесь в бутсах. До встречи.